Здравствуйте, друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодня продолжение истории о детках на цветоносе. Эта история началась 8 октября прошлого года. За 8 месяцев появилась на одном единственном цветоносе детка. И я ее вам сегодня показываю, потому что цветонос начал усыхать. И я хочу немножечко по-другому поставить эту детку в другой сосуд, для того, чтобы она дала корни. Получится или нет, опять же, 50 на 50. Ссылочку на первое видео я вам оставлю в правом углу экрана и под видео. Достаю эту детку и покажу вам, что и почему я хочу. Кстати, с этими цветоносами так ничего и не происходит. Не пробуждается ни одна почка. Ну, пусть еще постоят, они не сохнут, поэтому этот эксперимент может продолжаться. Вот эта деточка, которая выросла. Сначала на этом цветоносе пробудилась одна почка, но отсюда пошел именно цветонос. Поэтому я его убрала. И вторая получилась деточка. И, видимо, у цветоноса все-таки закончились его силы, и он начинает сверху сохнуть. И думаю, что если он досохнет сюда, он за собой потянет и засушит детку. Поэтому я сегодня хочу сделать вот такие короткие срезы. Здесь я обрезаю. Обязательно обрабатываю перекисью водорода, потому что я опять хочу поставить детку на мох. И для того, чтобы никакая бактериалка здесь не переключилась, обрабатываю срез перекисью водорода. Сейчас померю, если получится поставить. О, получается. Я хочу теперь не вертикально поставить, а горизонтально вот так положить эту детку на мох. Смотрите, здесь у нее тоже начинают вот эти вот листики первые, они начинают засыхать. Но они еще такие влажненькие, отрывать я их не буду. Вдруг, если получится, может быть, здесь детка даст корешки. Ну, вопрос такой спорный, но попробовать стоит. Раз уж начали делать эксперимент, то продолжаем. Вот выросло два таких листика. Больше пока ничего. Как я хочу сделать на мох? Во-первых, мох пробрызгать водой, чтобы он был влажный, хорошо влажный. И так как она у меня росла все время в тепличке, ей нужно сделать точно такие же условия. Этот срез мы обработали. Этот срез я оставляю такой же, как он был. Хочу обработать детку тоником Бонефорта с витаминами и янтарной кислотой. Причем обработаю над мхом со всех сторон. Брызну один раз. И положу ее вот этим старым срезом, чтобы она упиралась в мох, а верхом, так, сейчас сложно уложить, чтобы она опять касалась водички, там немножко, как бы вот так воткну в мох, а здесь мох подниму, там, где детка. Вот так. И вот так сделаю опять тепличку. Так, смотрите, этот срез у меня упирается во влажный мох. Можно еще сюда немножко брызнуть водички. А эта часть тоже лежит, но как бы немножечко приподнята. Сделаю тепличку, закрываю
плотно пленочкой. Она у меня и стояла в тепличке, поэтому условия пока менять ей не будем. Так, я подрежу потом здесь все, чтобы было красиво. И обязательно делаем дырочки. И вот так ее опять поставлю на освещенное место под искусственное освещение. Получится, получится. Не получится, не получится. Результат покажу обязательно. 50 на 50, но будем верить в лучшее. Конечно, цветонос был очень тоненький, поэтому детка получилась такая слабенькая. Получится что-то дальше или нет, я не знаю, но обязательно покажу вам результат. Положительный, отрицательный — это все равно результат. Так что какие мы выводы отсюда можем сделать? На тоненьких цветоносах получаются слабенькие детки. Но я вам хочу показать еще, какие детки получаются на материнском растении. Я вам показывала эту орхидею, и у нее на цветоносе появилась детка. Причем я тоже ее снимала вам и оставлю ссылочку на это видео, в котором я уже показывала, в правом верхнем углу экрана и внизу под видео. Этой детки, так, чтобы вам не соврать, наверное, месяца 2. И за это время, помимо того, что она выпустила 2 листика, листики плотные, шикарные. И какие у нее корни. Один корень, прямо, смотрите, во-первых, он длинный, во-вторых, такой толстенький, красивенький. Вот эти детки жизнеспособны. И пошел второй корень расти. Посмотрите, от такой малышки такие красивые корни. Я не знаю, выпустит ли она еще. Хотелось бы, чтобы получилось у нее 3 корня. Тогда можно будет ее отделить и посадить. Но она еще, я считаю, что все-таки маленькая. Пусть еще порастет. И насколько более жизнеспособные детки получаются на материнских растениях. Конечно, это счастье, когда раскуклилась почка и получилась детка. Но иногда бывает ситуация, когда растение не выживает, остается один цветонос, и мы обязательно пробуем вырастить детку на цветоносе, потому что терять орхидею тоже очень жалко. Вот такая ситуация, вот такая небольшая история, вернее даже продолжение истории о детках на цветоносах. До новых встреч, друзья!